Привет! Я специально отложила это видео до мая, потому что с материалом, о котором пойдет речь сегодня, лучше работать на улице. Но за окном тепло, и можно открывать сезон фабрикушек на лавочке. Я вновь решила взяться за вот эту вот технику. Декоден, декаден, декоден. Я честно пыталась выяснить, куда падает ударение в этом слове. Ваши мнения разделились почти пополам, тогда я стала искать на ютубе, кто как произносит это слово. И проблема оказалась в том, что японцы, изначально чье это слово, они в своих видео, они очень редко озвучивают свои видео, а в основном пишут субтитры. Но некоторые я все-таки нашла. スイーツデコレに必要な材料は В общем, будем этим сегодня заниматься. Сделаю сегодня 2 чехла. Ночной и цветочный. И элементы для них я буду делать из жидкого пластика и вот таких замечательных силиконовых форм. Соединяю по инструкции 2 компонента. Хорошо перемешиваю состав и заливаю скорее формы, потому что застывает этот пластик довольно быстро. Я немного перелила его на форму, потому что из этих моих импровизированных стаканчиков наливать довольно сложно. Но это можно вот так вот убрать деревянной палочкой. При застывании пластик светлеет, и я достаю элементы до того, как они полностью затвердеют, чтобы обрезать лишние части, чтобы это было проще. Чтобы всю эту мелочевку было удобно раскрашивать, я приклеила ее на двусторонний скотч на бумагу. Начала раскрашивать и поняла, что сначала эти детали стоит загрунтовать, они слишком гладкие для покраски. Кстати, в отличие от тех, что у меня были в домике для феи, когда я первый раз пробовала этот материал. Отсюда можно сделать вывод о том, что это не пластик, который после полимеризации очень легко поддается окрашиванию, в моем случае акрилом, а все зависит от того, какая изначально была форма. И форма дверки для домика фей была, видимо, очень шершавой, и поэтому краска на нее хорошо ложилась. В случае же с воздушными шарами они довольно гладкие, поэтому будем их грунтовать белым цветом. Да, так что я просто покрыла все белым акрилом, а потом уже стала раскрашивать. И заодно я решила поменять и расцветку воздушного шара, и потом очень-очень этому радовалась. Во многих цветах было довольно много пузырей воздуха, которые дали либо дырочки, либо вот такие неровности. В дырочки я решила поместить вот такие мини-мини кристаллики, чтобы был эффект капелек росы. Не знаю, правда, получилось ли у меня его достигнуть, но задумка была именно такой. Я стала клеить их на УФ-смолу, чтобы это было быстро. Плюс, если она будет вдруг видна, то тоже будет похоже на капельки воды, а не следы клея.
А вот такие неровности по краям я подкрасила темным цветом, чтобы это было словно естественные какие-то повреждения и неровности на цветах. А дальше, когда это все готово, можно браться за самое веселое. Эти вот силиконовые волны. Меня предупреждали о том, что силиконовый герметик имеет довольно едкий уксусный запах, но я, работая с ним раньше, ни разу этого не замечала, и, по-моему, там даже возразила в комментарии. Но сейчас я понимаю, что я ошибалась, и мне кажется, что я не чувствовала такого резкого запаха, потому что я выдавливала герметик в мыльную воду. Возможно, она как-то его минимизировала или... может быть, эта мыльная пленка создавалась, чтобы он не прилипал у меня к рукам. И не знаю, честно, как это работает. Но да, силиконовый герметик я пользовалась 3 разными и имеет сильный уксусный запах. Именно поэтому я советую вам работать на улице с этим материалом. И сохнуть работы тоже лучше оставлять на улице недели так на 2. Увы. У меня еще со времен, когда я очень увлекалась кулинарией, осталось довольно много одноразовых кондитерских мешков. Но мне с Али уже идет силиконовый, потому что мне интересно продолжать эту технику исследовать. Есть еще один вид мешков, он как бы тряпочный, но, видимо, чем-то пропитан. Я пользовалась им, когда работала с кремом, и у меня все равно все протекало сквозь него. Может быть, это был просто мешок плохого качества, но со временем, когда ты работаешь с ним и сжимаешь его, он такой... Вокруг из него крем начинает вытекать, поэтому, может быть, опять же, мне попался тогда плохой, но я рекомендую вам силиконовый, потому что их и проще и мыть, ну и все. И я заказала себе вот такой набор насадок. Про них мы с вами, кстати, точно поговорим отдельно. И на этот раз выбрала вот такую закрытую звездочку и вставила ее в мешок. Дальше герметик. Я взяла прозрачный для окон и стекол и просто выдавила его в стакан с помощью специального пистолета. Вставал вопрос, как окрашивать. С прозрачным материалом все довольно просто, любой цвет будет хорошо виден, поэтому я решила попробовать добавить сухие перламутровые пигменты. Довольно много я их сыпанула, чтобы цвет был более насыщенным. Да, кстати, тут я по привычке достала из ящика одноразовый стаканчик, которые у меня еще остались, потому что я довольно давно купила сразу много их. Надо переходить на многоразовые стаканчики в творчестве, мне так точно, потому что я очень много всего делаю, но действительно приходится делать усилия над собой, чтобы не хватануть этот пластиковый стаканчик, которым, например, можно накрывать украшения от пыли много-много раз и не выбрасывать его. Но когда ты пользуешься этим 5, а то и 7 лет, это идет по привычке, и нужно делать усилия, но будем работать. Давайте работать над этим вместе. Я добавила еще немного розового и перемешала, но уже не очень сильно, чтобы потом было видно красивые разводы. Перекладываю герметик в пакет, и можно работать. Чтобы он лучше схватился с чехлом, я немного поцарапала поверхность наждачкой, так же, как и заднюю часть декора. Отклеивается от моего скотча у меня все очень легко, кстати, да. И можно выдавливать герметик на чехол. Я не стала этого делать, как в типичных видео в Инстаграме на эту тему, когда они делают ракушечки сверху вниз, а сделала такие, пусть это будут облачные волны. Я заранее продумала, как я хочу расположить элементы, и сфотографировала это. А теперь мне оставалось просто приклеить их. Суть техники заключается в том, что даже приклеивать такие здоровые элементы надо не просто плоско,
а под углом, создавая тем самым еще большую массивность и объем. Для этого добавляется еще немного герметика под детали, словно подушкой. Еще, если честно, мне странно, почему мастера этой техники никогда не замазывают края, поэтому я решила попробовать добавить герметика и по краю. Оставались финальные штрихи. Вот такая золотая пыль для тела, которую я распылила сверху как хайлайтер для высветления выступающих частей. И пара золотых элементов и блесток. По сути, это вот золотая пыль для тела, это все тот же мелкий-мелкий пигмент, который просто можно распылить. Поэтому, если у вас есть сухие пигменты, вы можете их каким-нибудь образом распылить. А знаете, как некоторые визажисты, это, кстати, очень не одобряется другими хорошими визажистами, дуют с листочка блестки на лицо. Вот, наверное, сухой пигмент тоже можно так сдуть с листочка на чехол, и он ляжет точно так же, как эта золотая пыль для тела. Посмотрим, как все это будет держаться. Так, значит, с прозрачным герметиком и сухими пигментами разобрались. Они сочетаются отлично. Но мне было интересно, чем еще можно окрасить этот герметик, и я взяла еще и уровень посложнее, я взяла белый герметик. Второй чехол будет с цветочками, как вы помните. И тут я решила сделать не просто вот эти вот взбитые сливки, точно, вот что это, взбитые сливки, а попробовать насадку для создания листиков из крема. Открываю герметик, вставляю в пистолет и выдавливаю для окрашивания. Сначала я решила попробовать акриловые краски, но она стала собираться какими-то комочками. Краситель для мыла хоть и лег такими вот шариками сначала, и я так и думала, что он так себя поведет, ведь он водорастворимый, а потом вроде как добавил какого-то цвета. До кучи я решила добавить сюда гелевый пищевой краситель, но и это ни к чему хорошему не привело. Учитывая, что таким образом я профукала довольно много материала, я решила свои следующие эксперименты с окрашиванием проводить на меньшем количестве герметика. Вообще так надо было сделать изначально, да, но я была слишком уверена в своих силах после успеха с сухими пигментами. На очереди были спиртовые чернила, которые, кстати, дали довольно неплохой результат. Но, если честно, мне было жалко выливать эти чернила сюда, потому что я бы лучше их использовала в эпоксидке для техники Петри. И я решила попробовать всыпать немного сухого пигмента для большей яркости, но белый герметик ничего этого не передает, как видите. Он словно все в себя вбирает, так что в идеале стоит использовать прозрачный герметик и сухие пигменты. Перекладываю все в мешок, и можно делать листики. Делаются они вот так. Пиу-пиу-уть. Вообще, хочу сделать видео о разных техниках с этими насадками. Фотографирую раскладку, и теперь можно все поцарапать наждачкой и наносить силикон. Классно то, что листики можно заворачивать как угодно. Правда, они не стоят так, как если бы они были из крема. Зато аккуратненько ложатся по чехлу. Кстати, да, листики можно делать прямыми, а можно разнообразить их вот таким зигзагом. Из остатков силикона можно потренироваться или, скорее, поразвлекаться, пробуя делать разные листики, потому что тренироваться надо до того, как будете делать чехол.
Я вернулась к ним спустя неделю, они высохли за это время. И я решила проверить, как долго будет держаться это все на чехле, и да, дело было еще зимой. Мне очень непривычно с таким здоровым телефоном ходить, как бы мило это ни выглядело. Уже в метро, ближе к обеду, он начал отклеиваться, а в обед и вовсе полностью отошел от чехла. И теперь стоит задача придумать, как все это приклеить к чехлу и приклеивать в будущем, потому что ни один мой клей не берет этот силикон. И вот вопрос. Почему, когда я пыталась сделать силиконовые формы из такого же герметика, у меня все к нему приклеивалось и формы рвались? Почему, когда я приклеиваю на пластиковый чехол, поцарапанный специально, чтобы там все лучше сконтачилось, они отклеиваются в первый же день? И я хочу еще задекорировать деревянную шкатулку, чтобы посмотреть, как герметик поведет себя с этой поверхностью, потому что она, с одной стороны, заполирована, но в то же время это дерево, а герметик для меня теперь не самый предсказуемый материал, и посмотрим, что из этого получится. Для этой техники вовсе не обязательно заливать что-то из эпоксидной смолы или жидкого пластика. Например, мы с Элей в прошлом видео на эту тематику лепили из полимерной глины, а вообще можно купить уже готовые элементы на Алиэкспрессе или найти какие-то мелочи у себя дома. Те же пуговицы шикарно подойдут, если красиво обыграть их. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.